Всем привет, друзья, это я, Лава, и сегодня будет второй четвертьфинал, вот это мой первый чемпионат. Я помню того, что я был разгром между огненной и ледяной команды, но хочу показать еще кое-что интересного. Но, короче говоря, я познакомлю все полы растения и прилезть в мой чемпионат. Смотри, левый, который вы можете увидеть полы. Ну, синий именно для парней и розовый именно для девушек, а зеленый еще неизвестно. Не знаю, какие их полы может быть. Думайте сами, вы уже не маленькие. А правый именно прилист, который может использовать на второй чемпионат, возможно, или проверка команды. Ну, это уже сказки. И хватит тянуть плод за один интересное место. Мы, может, наконец начнем. Битва между Шерная команда против Шишишотная команда. И началось первый раунд. И я сделал звук немножко потише, чтобы меня слышно. И вы видите того, что команда обе уничтожили обычный забар. И началось баня. Только Витор голову попал на мину. У нас нет времени было познакомиться, поэтому первый раунд именно только обычный зомби в космосу и зомби с ветром. И в команде именно сервная рись, главная нападающая из ее команды, сервной орех, который он хоть и шашишёный, но одновременно и сервной. После его смерти он взорвался. 3 по 3 клетки. Из-за него я сам сниму его пал. И мина, включая того, что он мгновенно использует ление, я сниму пал я не буду. Я сниму пал на тот случай, если его съедать. А так это не случился, поэтому с ним я не сниму. И шашишанная команда, вы видите плохие неприятности. Короче, не важно. Все 3 пала. И шарвная команда вышла довольно неплохо. Но не могу сказать к шашишотную. И вот второй раунд, который там зомби шашите проката, робот Клаус и футболист. И про шашишанная команда тут есть Юлиан, который такая против шута, очевидно. Сладкая картошка, которая главная ловушка. И ну вы поняли, о чем я. Именно вот это парень. Но уже не играет значение. Шашишанная команда 0 пал, а сервная 3 пала. Не буду врать, но я никогда не видел того, что одна команда смогла одолеть роботной раунда. Ни разу. И вот третий раунд. Не спрашивайте меня, почему это трусый клуб. Это на судья. На тот случай, если к нему решился опять посмеяться над нами. Да, я сказал судья, а не какой-то
Так, чую. Так, сразу исправляйся. Так, все понятно. 0 баллов всех. Не смешайся людей. Все честно, все растения проиграли. И оказался проблема. Начались уже для остальные команды, не только для шишишоную. Следующий раз у меня футбол есть. И личных вопросов к этому нету. Только риск, который Мазира. Ну и его удача улыбнулся, потому что там был мина и активировал свои способности. Поэтому у нее получился 3 балла взамен 2 баллов. Если мина не была активирована, тогда я снимал пал. Поэтому да, все честно. Только посмейте говорить то, что я такой. Почему там 3 пала, если мина нету в территории? И я чую результат тот же самый, как в самом первом раунде. И не обращайте внимания, почему я сказал все 3 пала в первом раунде. Я просто не заметил. Ну ладно, это не главное. Главное того, что у нас получился итог. Шишишайная команда потеряла 2 пала, а еще не одного. Да, я знаю, что я скажу, но ладно, не важно. Но, короче говоря, обрыв уже 6 пал. Шишишайная команда лучше просыпайся, если они не хотят вылетать. Первый же день. Лол. Ну, сейчас закончится для меня, потому что факир может быть причина поджога мины. Так раз и Тюриал поступал. Ну-ка, мина смогла спасать свою союзник? Нет, не спасала. Кто мог подумать? Сильная девчонка не смогла спасать взрывной паренек. Как и факир сжег всех командов Шашидну, поэтому Шашидна 0, а все равно 2. Потеряла, не потеряла, но Рис смогла хоть бы 2 пала забрать. Не как шишишонная команда, которая потеряла все 3 в факирский раунда. Что именно шутяря, и если вы смотрели мой прошлый турнир, именно первый чемпионат, в первый финал, тогда вы знаете, какой забавная проблема для корострели семейка. Поэтому я даже комментировать не буду. Все очевидно, концовка, верно? И да ладно. Не хочу верить, что это будет разгром еще раз. Я чую магия! И волшебник с какие-то черта сошел в чужой территории. Почему? Потому что, блин. Хотя, по моему мнению, это уже нечестно, потому что, блин. Сам смотрите. Короче говоря, все равно я команда получила 0.5 пала и сейчас еще 0.
из-за того, что Мак Анаглел и сорвная команда. Ну, короче говоря, верю, не верю, но это первый случай, когда все растения и все зомбарями нету больше, и поэтому сорвная получили вот такое малюсенькое очко, но Надежда уже давным-давно покинула чат. Рис это не идеальная, ну вы поняли, но Минна успешно дал себе знать. Поэтому Трика и так умерла давным-давно. Я даже не удивлен. И объяснять меня не стоило, потому что просто смотри. Да, сладкая картошка показала свой кровь в рукаве, но это уже не важно, потому что она уже проиграла. И они проснулись с того момента, который, ну, вы знаете, который уже был разгром. И при последнем раунде у нас пушки. Да, не удивлена, потому что почему там пушки в турнире. Это просто я хочу интересуется. Кто-то может одолеть пушки? Или все попадет на крохом? Однако я не думаю, кто-то будет лишней проблема, потому что, во-первых, сладкая картошка, а во-вторых, рис и третья мина. Необычная, а особенная. Называется именно срыв. Ой. Ну, это, конечно, повезло. Однако, просто смотреть, что если чертенок добрался, ну вы поняли. Ах да, и еще один главную вещь. Если включая того, что картошка взорвался, тогда 1.5 балла только. А шашишённые все 3. Поздравляю. Так что. И да ладно. Первый случай в жизни именно шашишаная команда получит результат гораздо лучше, чем сорвная. Однако это не имеет значения с двух причин. Первая, именно уже один раунд остался, и шашишаная команда не смогла как ловко одолеть сорвная. И во-вторых, это первый случай, именно потерянный первый сорвной орех. И за это Рис получила 1.5 балла. И получился вот такой цифра. Знаю того, что Трейка давно умерла, но может быть свидетели для нового реконта. Для задачи Риса должна добрать все 3 балла и быть лидером. И шашишаная команда, похоже, не смогла шашиша свое хранение. Увы, бывает. Я даже не был сомневался того, что шашишаная команда мог быть способен для кое-что. За такого дешевная цена. Ну, все очевидно. Но с другой стороны, это оправдало
множество всего. И я чую того, что будет рекорд. Да, будет рекорд. Поэтому сорвная команда поставил новый рекорд. Однако, да, рекорд случился. Последний отсчет, окончательный счет 22-9. Жутко раскрома, еще хуже, чем первый, именно огненный и ледяной. Победил сорвная команда. Да, я даже не удивлен того, что шишашанная команда бы выиграла бы. Ну ладно, не важно. Ну, Сото они показали сами мастер-классы Сото. Хоть это молодцы. Возьми полшка огурец. Однако, это еще не все. У нас ждет еще другие два четвертьфинала, потом мы можем начинать полуфинал, который будет еще сложнее раунда и еще интересный поворот события. Возможно, ледяная команда может сделать разблок, именно сервные команды. Или сервные, ледяные, кто знает, наверное, в будущее. Ладно. Увидимся в следующий раз между ржаная команда против бойцовская.